Эни, Бенни, Мэнни, Та, Дони, Мони, мыть. Шила, мыло, 3 кота, ты идешь водить. Привет, друзья! Сегодня я вам покажу новый вид декорирования светильников или изделий из папье-маше. Это могут быть не только светильники, но любые другие предметы. Вазы, бра, тарелочки, светильнички, в общем, все, что вашей душе угодно. Я взяла жесткое основание, это керамический горшок для цветов, и начинаю накладывать на него массу из папье-маше. Накладываю ровным слоем, чтобы везде поверхность была одинаковой толщины, и аккуратненько стараюсь разровнять поверхность, чтобы не было очень явных бугров. Если вы не знаете, как сделать массу из папье-маше, то обязательно читайте описание к этому ролику, там я оставлю для вас подсказку. А в таком виде я оставляю изделие до полного высыхания примерно на 5-7 дней, в зависимости от условий в вашей комнате. Я впервые использовала керамическое основание. Обычно я работаю или на пластике, или на стекле. И проблем с тем, чтобы вытащить форму, у меня не возникало. Но в этом случае у меня форма никак не хотела сниматься, и мне пришлось ее разрезать. И теперь мне необходимо скрыть этот разрез и закрепить его. Так как изделие у меня из бумаги и клея ПВА, я решила заделать трещинку с помощью бумаги и клея ПВА. И так небольшим слоем, маленькими тоненькими полосочками я прохожусь по всей поверхности шва, там, где я делала разрез, и приклеиваю, заделываю эту трещинку. В таком виде я еще оставляю на сутки. Клей ПВА сохнет достаточно быстро. После того, как изделие готово, я начинаю его шпатлевать. Многие блогеры, когда показывают свои изделия, которые они делают из папье-маше, они красят сразу по поверхности бумаги, не грунтуя, не шпатлюя, и у них все прекрасно, им все нравится. Мне такой вариант не подходит, я люблю более ровную поверхность. Да, шпатлевка немножечко утяжеляет всю конструкцию, но таким образом я добиваюсь ровной формы, с которой я дальше могу работать, делать различные узоры, использовать любые краски, и мне такой формат нравится больше. Также изделие в шпатлевке прослужит вам гораздо дольше. Оно становится более прочным и морозоустойчивым, и вы сможете использовать как в помещении, так и на улице. Итак, я накладываю шпатлевки не толстым слоем для того, чтобы просто выровнять поверхность и чтобы мне хватило этого количества массы, чтобы зашкурить поверхность. Накладываю с внутренней части и с наружней. Аккуратно разравниваю и оставляю до полного высыхания. После чего прохожусь шкуркой по поверхности и зашкуриваю до ровного состояния. И теперь, исходя из моей задумки, мне необходимо отделить поверхность вот такой вот волной, верхнюю часть от нижней. Это я делаю с помощью малярного скотча. Наношу его такой произвольной волнистой линией, приклеиваю скотч и снова берусь за шпатлевку. Я вновь накладываю шпатлевку на верхнюю половину светильника, которую я отделила. Распределяю ровным слоем по поверхности с помощью мастихина. Далее с помощью резинового шпателечка для обоев я выравниваю поверхность и начинаю приступать к формированию узора. Узор я буду делать с помощью подручных средств. В данном случае у меня деревянный стек, но можно использовать любые палочки. Может быть, это даже обратная сторона кисточки или тот же самый мастихин, что вам удобней. Делаю вот такие бороздочки на верхней части светильника, а с помощью мастихина я буду делать узор на боковой части. Мастихин у меня с овальным краем. Узор мастихина можно делать из той массы, которую мы предварительно нанесли. Или, если вам не хватает объема для более яркого узора, то можно накладывать его тем же самым мастихином. Набираете небольшое количество шпатлевки на кончик мастихина, прикладываете к поверхности, слегка прижимая, и растягиваете вниз. После того, как вы сформировали узор по всей поверхности верхней части светильника, его необходимо оставить до полного высыхания, желательно на ночь. Также шпатлевка схватывается приблизительно за несколько часов. Далее вам необходимо зашкурить и загрунтовать поверхность. Как это сделать, вы можете посмотреть в других моих роликах со светильниками и, в принципе, в любом ролике со шпатлевкой. В описании к ролику я оставлю ссылочку на плейлист по шпатлевке. Если вы новый зритель моего канала, то вам будет интересно посмотреть, какие основные действия со шпатлевкой я делаю.
А я уже начала декорировать нижнюю часть поверхности и делаю это с помощью клеевого пистолета. Хорошо разогреваю пистолет и начинаю проводить вот такие вот ровные линии, приблизительно параллельно друг другу, как они ложатся. Далее с помощью художественной грунтовки акриловой я прохожусь с помощью губочки по всей поверхности, там, где у меня был клей, стараясь хорошо вбить грунт в поверхность и пройтись по местам крепления к поверхности клея. Даю грунтовке высохнуть и начинаю окрашивание. Я буду делать не простое окрашивание, а буду делать тонировку с несколькими цветами. А для этого мне необходимо покрыть дополнительно светильничек акриловым лаком, для того, чтобы при случае можно было стереть краску с поверхности. Таким образом, она не будет проникать в шпатлевку, и ее можно будет стереть. Для окрашивания мне потребуется синий, черный, фиолетовый, голубой и розовый цвет. Также потребуется кисточка, небольшое количество воды или пульверизатор, а также, конечно, тряпочка для того, чтобы стереть краску, и перчатки, чтобы ваши ручки остались чистыми. Итак, небольшое количество синей краски я начинаю наносить на поверхность и прокрашиваю всю поверхность светильника полностью, но только с наружной части. Хорошо покрываю поверхность плотным слоем. Так как все это делаю я летом, температура в комнате у меня достаточно высокая, довольно-таки жарко, поэтому краска сохнет очень-очень быстро. Я спрыскиваю ее небольшим количеством воды и тут же начинаю стирать. Смотрите, краска уже не уходит полностью, она цепляется за поверхность, и у меня остается такой синий налет на светильнике. Конечно, я забыла вас предупредить о том, что мой ролик не получит Оскара в этот раз. Моя камера так решила не раскрывать, наверное, все секреты, но я постараюсь вам голосом рассказать о всех своих действиях. И вот в таком виде у меня светильник оказывается после одного цвета, после голубого цвета. Дальше я беру капельку черного цвета и очень аккуратно наношу его на поверхность, чтобы он не успел высохнуть. Делаю все довольно-таки быстро. Кисть у меня влажная, краска буквально на кончике, и я тут же начинаю стирать черный цвет. Он очень плотный, и я не хочу, чтобы мой светильник стал черным. И тут же начинаю его стирать. И я получаю такую состаренность. Видите, она у меня стерлась красочкой, остался только след. И вот теперь я могу спокойно высушить светильник полностью, чтобы дальше наносить уже другие цвета. И то же самое я проделываю с фиолетовым цветом. После того, как светильник полностью высох, чтобы краски не смешивались между собой, чтобы тонировка оставалась, я наношу фиолетовый слой, но уже не покрывая светильник полностью, а частями. В одной части, сверху, снизу, так в разных точках, чтобы у меня оставалось пустое пространство. И дальше то же самое делаю с розовым цветом, наношу также частично пятнышками по поверхности. И получается, что я затонировала основным цветом синим, состарила с помощью черного цвета и дальше затонировала сиреневым и розовым цветом. Все цвета, которые я использую, они в одной цветовой гамме, в одной тональности, поэтому очень хорошо между собой смешиваются, и светильник получился вот такой какой-то нереально волшебной морской глубины. Прежде чем приступать к следующему этапу, мне необходимо очень хорошо просушить светильник, чтобы краска полностью высохла. Пока краска сохнет, я могу задекорировать внутренние части, и это я делаю с помощью акриловой аэрозольной краски золотого цвета. Золото очень хорошо отражает свет, и при включенной лампочке он будет очень ярко светиться. Итак, прежде чем использовать аэрозольные краски, их необходимо очень хорошо взболтать в течение 3-4 минут, и дальше просто распыляете на поверхность. А я уже приступила к завершающему этапу декора. И здесь я буду использовать поталь. Меня очень вдохновили цвета, которые получились, и я вспомнила, что у меня есть не только золотая поталь, но и синяя, и решила ее пробовать в этом светильничке. Итак, для того, чтобы использовать поталь, необходимо использовать специальный клей для потали, который наносится на поверхность, на те места, где вы хотите видеть золото. И поталь пристает только к этому клею. Вы наносите тонкой кисточкой в те места, где вы хотите видеть поталь. Дальше ждете специального отлипа. Обычно время ожидания написано в инструкции к вашему клею.
И после того, как вы пальчиком ощутите этот отлип, начинаете прикладывать листики паттали. Они очень тоненькие, очень легко рвутся. Но в данном случае для меня это не принципиально. Здесь я прикладываю очень хаотично. Листик золотой паттали, листик голубой паттали. Хорошо прижимаю к поверхности. Жду примерно 5-7 минут для того, чтобы клей схватился. И дальше с помощью мягкой кисти начинаю снимать излишки паттали. Чтобы патталь не окислилась со временем и не почернела, ее необходимо закрепить с помощью специального шелачного лака. Он так называется: шелачный лак или лак для паттали. Обычный акриловый лак для паттали не подходит. На этом я завершаю декорирование и готова показать вам итоговый вариант. Если вам понравится, обязательно ставьте лайк и делитесь своим мнением в комментариях. А я вас жду в новых выпусках. До новых встреч!